Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала Эзотерика для тебя. Друзья, в этом видео мы с вами хотим поговорить о некоторых правилах, вы можете их назвать золотыми правилами, которые помогут вам оставаться в ладу с деньгами и не погрязнуть в долгах. Ну а если у вас есть долги, то, соблюдая эти простые правила, вы от них избавитесь. Поэтому в обязательном порядке досмотрите это видео до конца и по возможности отправляйте это видео вашим людям, которые должны узнать эту информацию, потому что это золотые правила. Итак, начнем. Первое очень важное правило, вы должны знать о том, что хранить деньги нужно в юго-восточной части дома. Если вы не храните дома наличные, по всяким причинам, вы не храните дома, то в таком случае поставьте копилку и как можно чаще кладите в нее монеты, в эту копилку, и положите обязательно кусочек магнита. Вообще в доме и на работе должно быть как можно больше копилок. В них надо опускать не только монеты, но и купюры. Обратите внимание, сейчас растущая луна, и вы это можете спокойно делать, что мы имеем в виду, купить копилку. Не получается у вас купить копилку, понятно, сейчас такая ситуация, в таком случае вы можете сделать это руками, такую копилку, и мы в одном из видео, обязательно посмотрите, мы говорим о том, как сделать такую копилку, чтобы она привлекала деньги в вашу жизнь. Дальше, друзья, никогда не говорите никогда, что у вас нет денег. Вообще не произносите «денег нет». Не жалуйтесь на их отсутствие. Очень многие из нас очень жалуются на деньги, особенно, знаете, вот это такой вот манера это делать у женщин, особенно в женских коллективах, когда все хотят посидеть за чашкой чая и обсудить о том, как каждому плохо живется и как денег не хватает на то и на сё. Вы должны понимать, что таким образом вы создаете коллективный эгрегор, который начинает питаться вашими низкими вибрациями. Поэтому в обязательном порядке люди затрагивают эту тему, говорите: слава богу, все есть, слава богу, все хватает. Хотя бы вот такие вот слова. Например, мой дедушка всегда говорил, что бы ни было, всегда говорил: не в року. Как у вас дела? Не в року. Как у вас с деньгами дела? Не в року. Вот такое вот слово, и вы знаете, это не просто слово, это очень важное слово, поэтому, пожалуйста, слово «никогда», нет денег, не говорите. Если у вас кто-то пытается занять деньги, попросить деньги в долг, не говорите, что у вас никогда нет денег. Объясните причину, что например, вы деньги потратили на какую-то важную вещь для своей жизни. Но как только придет следующие денежки, обязательно вы поможете этому человеку. Вроде бы и готовы помочь, но с другой стороны вы объяснили то, что вы не можете сейчас дать денежных средств. Далее, друзья, в карманах деньги никогда не носите. Помните, у нас есть для этого кошелек, и только в кошельке храните денежки. При этом никогда ваш левый карман не должен быть пуст. В нем всегда должно быть несколько монет, даже если это верхняя одежда в шкафу, не в сезон. Следующее, друзья, золотое правило: не поднимайте кошельки и деньги на улице, даже если их много и даже если вам сильно надо. Так же самое касается и украшений. Почему? Потому что в таких случаях, как правило, скидывают бедность, болезни, порчи вот именно на такие денежки и через такие кошельки. Следующее золотое правило, обратите внимание, и прямо сейчас после видео займитесь ревизией в своем доме или квартире. Следите, чтобы у вас дома нигде не текла вода. Это касается труб, кранов и унитаз, напоминаем вам, держите всегда закрытым. Далее, следующее золотое правило: не берите деньги и не давайте из рук в руки. Исключение, друзья, вот сейчас, наверное, все улыбнутся, исключение составляет только в том случае, если вы хотите взять деньги из рук в руки, если вам это дает миллионер, то есть
это богатый какой-то человек, который вы знаете, что у него нет никаких проблем. Ну, проблемы они всегда есть. Но, знаете, есть вот понятие проблемы бытовые, которые каждодневные, которые нужно решить. А есть такое, что человек, он вроде и богатый, у него вроде бы все хорошо, но мы знаем то, что он живет постоянно в долгах, он всех обманывает. Вот такого не надо. Но я вам хочу сказать о том, что миллионеры есть. И бывает очень часто, что, идя по рынку, вы можете увидеть женщину, мужчину. Они одеты невзрачно. Но если вы проследите за этим человеком, как он разговаривает, как он себя ведет, посмотрите на его манеры, вы не обратите внимания, что это богатый человек. Вам покажется, что это самый простой человек. И он, наверное, сделав на рынке покупки, поедет домой маршруткой. Вы будете очень удивлены, если вы посмотрите, в какую он машину сядет и заведет. Далее. Друзья, вот через миллионеров с деньгами передается энергия, именно энергия изобилия. Но запомните раз и навсегда, особенно никогда не берите монеты. Если вам дают сдачу в руки, попросите положить ее в монетницу. Если вы обращали внимание, в супермаркетах всегда есть эта монетница, но очень часто ее не используют. А вы знаете, вот здесь это такой своеобразный ритуал, такое своеобразное хитрое правило. И многие люди, к сожалению, его игнорируют. Поэтому, если вам кассир в супермаркете, в магазине дает деньги в руки, попросите поставить, чтобы человек положил денежки в эту монетницу. Или на крайний случай, если нет монетницы, это бывают, как правило, какие-то магазины, да, небольшие. В таком случае попросите, чтобы положили денежки на стол, а вы уже сами возьмете. В обязательном порядке нищим, друзья, также не давайте деньги в руки. Если вы обращали внимание, рядом с нищими всегда есть емкости, это могут быть какие-то чашки, да, тарелочки или еще что-то. И если вы обращали внимание, они вроде обращаются к вам с протянутой рукой, и всегда рядом с ними стоит какая-то баночка, стаканчик, да, куда можно положить денежки. Вот хотите дать денежки нищему, в обязательном порядке не давайте именно в руки, а давайте именно в емкость. Далее, друзья, следующее золотое правило, которого желательно придерживаться, но, к сожалению, не все в это верят, это у нас фазы Луны. Потому что есть растущая Луна, есть убывающая Луна, есть новолуние и полнолуние. И многие из нас этим игнорируют. Особенно, когда хотят, например, что-то купить, какую-то вещь, и часто это делают не на растущую луну, а, к сожалению, на убывающую. Поэтому, если вы, например, хотите докупить дом, например, машину, квартиру, желательно это делать на растущую луну или после новолуния в первые дни. Хотите, также открывайте новое дело, новолуние. В обязательном порядке смотрите фазы Луны, смотрите лунный календарь. Обращайте внимание на те советы, которые дают именно нумерологи, дают тарологи, дают всевозможные гороскопы, календари. Мы не имеем в виду, что сейчас вам нужно сесть и прочитать все гороскопы, все лунные календари. Но когда вы читаете, условно, лунный гороскоп, да, вы видите, сегодня убывающая луна, такой-то день, луна в знаке зодиака таком-то. Ага, вы должны понимать, что это обозначает. И, как правило, идет расшифровка в лунном календаре, что в этот день можно делать, что нельзя делать и так далее. Так же самое это касается, например, вашей прически, также касается это маникюра, педикюра и так далее. Вы должны понимать, что, к сожалению или к счастью, мы все взаимодействованы с энергией Земли, с Землей и с Луной. Конечно, и с другими планетами, если это, конечно, можно называть планетами, это долгая история, мы как-нибудь с вами поговорим, но, скорее всего, уже не в этом формате. И вы должны понимать, что мы все взаимосвязаны, поэтому старайтесь жить по Луне. К сожалению, это уже доказано, особенно кто занимается овощеводством, растениеводством, обращали внимание, когда если посадят, например, в Близнецах или в Раках, или на убывающую Луну, к сожалению, такое растение или увядает, или болеет, или не дает много урожая. Конечно, бывают еще какие-то дополнительные факторы, но мы сейчас говорим о том, как Луна действует на нас. Поэтому, пожалуйста, придерживайтесь вот этих вот простых, с одной стороны, но с другой стороны и важных правил для своей жизни. Обращаем ваше внимание, что наш кошелек — это кошелек для денег, а не для того, чтобы скапливать там весь мусор. Да, с одной стороны, это удобно, все любят в кошелек, да, рассчитали, взяли чек, положили в кошелек и пошли.
Но так делать лучше не надо. Пожалуйста, научитесь делать все по правилам. Кроме того, чеки, у нас есть отдельные ролики, мы выкладываем на YouTube в разделе сообщества, а то, когда вы можете сжигать эти все чеки, квитанции. То есть определенные есть дни, когда вы это можете сделать, и также таким образом добавить себе в свою копилку энергию богатства, энергию изобилия. Друзья, вот это вот такие вот советы мы хотели сегодня вам дать. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Обязательно ставя лайк, вы должны понимать, что вы таким образом оплачиваете наш труд, и нам это очень приятно. Мы понимаем, что вы нас ценим, и мы вам отправляем энергию изобилия. Поэтому, пожалуйста, принимайте с благодарностью. В обязательном порядке благодарите Бога, в обязательном порядке обращайтесь к ангелам-хранителям, просите их всегда о поддержке, о том, что вы выбрали правильный путь. Ну а мы вам всем желаем здоровья, будьте нам здоровы, берегите себя, и мы услышимся уже в следующем видео. Пока-пока!